Охуеть. Его реально добавили. Ебаться. Охуеть. Приветствую вас, дорогие друзья. Вы на канале Реалистик PES. Четверг, очередное обновление в eFootball 2023. Однако это не обычное обновление, когда обновляют только паки и ивенты. Сегодня нам выкатили самое полноценное дополнение. Можно сказать DLC 2.1.0. Поскольку без каких-либо громких анонсов, заявлений от разработчиков, сегодня они выкатили достаточно контента, как касаемо онлайна, так и оптимизации игры и тому подобное. Что и предлагаю обсудить в рамках сегодняшнего ролика. Думаю, для кого-то сегодняшние открытия станут, скажем так, откровением. Поэтому давайте не будем долго тянуть. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками, в комментариях делитесь своим мнением. Ну а мы приступаем. По традиции начнем с размера обновления на разных платформах. На ПК размер обновления составляет от 7 до 9,5 гигабайт, на PlayStation 5 это 5 гигабайт, на Xbox Series X 15 гигабайт и на PlayStation 4, как и всегда, 44 гигабайта нового контента. Как и всегда, мы задаемся вопросом, что же могут содержать эти 44 гигабайта, когда на той же PS5 всего лишь 5 гигабайт. Скорее всего, все еще пытаются оптимизировать игру. Иное оправдание придумать на самом деле трудно. Но у некоторых может возникнуть вопрос, а что же добавили Konami и на 5 гигабайт контента на той же PlayStation 5? А на самом деле контента более чем достаточно, потому что как минимум добавили один новый стадион, а в частности стадион MRY Arena, бразильский стадион, который, по-моему, относится к Атлетико Минейро, если я ничего не путаю. Также Konami обновили формы для большинства команд и сборных на актуальный сезон 22-23, то есть обновили недостающую форму у команд серии B, Лиги 1, Лиги 2, а также обновили лицензированные сборные к предстоящему чемпионату мира 2022 года. То есть обновили комплекты у сборной Англии, Германии, Аргентины, Бразилии, Португалии и так далее. Также были замечены новые фейсы, поскольку появились некоторые новые игроки, которые были без фейсов, получили новые фейсы, и таким образом постепенно, понемножку, но эти самые 5 гигабайт и набрались. После этого обновления Konami запустили просто множество ивентов, в которых игроки, будь то новички или уже матерые игроки, могут получить множество единиц прокачки, ГПшек, номинальных контрактов, которые есть куда потратить, слава богу. Таким образом, они обновили ивент Стартер, за который можно получить очень много ГПшек и очков прокачки. Обновили ивенты против искусственного интеллекта, за которые можно получить опять же номинальные контракты, и по традиции обновили Worldwide. Что же касаемо аутентичных ивентов, то ее также обновили на Азиатскую лигу чемпионов, заменив ивент с Мексиканской лигой. Вместе с ивентами во вкладке Dream Team появилась новая вкладка, в частности товарищеские матчи. Мы наконец-таки их дождались, и товарищеские матчи между друзьями в отдельных лобби-комнатах, они стали доступны для ПК и консолей, помимо мобильных устройств. Но все это лишь верхушка айсберга перед теми паками, которые были добавлены в игру, а этих самых паков было добавлено более чем достаточно. Во-первых, обновили эпические паки. Теперь нам доступен пак с легендами Тоттенхэма. Опять же, нужен ли вам такой пак? Вопрос снова риторический. Но к нему Konami дают бесплатную крутку, за что им большое человеческое в кавычках спасибо. Обновили команду недели, которая выглядит на самом деле очень даже интересно. По большей части присутствует молодняк, присутствуют и такие медленные игроки, как Смолинг или Романьоли, но от этого она хуже не становится. Неожиданно, но обновили пак с летними трансферами, то есть это второй пак, посвященный летним трансферам, и все доступные игроки, они доступны за номинальный контракт. Вам будет на что потратиться, потому что как минимум стартовая тройка представлена в этом паке, а в частности Казимира, Дибала и Кунде, выглядит очень интересно. И также добавили пак с командой месяца только по конкретно взятому чемпионату, что я лично не совсем понимаю, но как бы то ни было, доступен пак с командой месяца по голландской Eredivisie. Статы интересные, но опять же интерес к этому паку 50 на 50. Но если вы думали, что это все касаемо паков, то и здесь вы ошибаетесь, поскольку с этим обновлением в игру добавили просто кучу премиум паков, начиная от амбассадорского пака с Бруно Фернандешем и заканчивая клубными паками, которые посвящены Барселоне, Баварии, Манчестер Юнайтеду, Арсеналу.
Судя по всему, раз в 2-3 месяца они так и будут обновлять эти премиум паки и, скажем так, вносить небольшой дисбаланс в составы игроков. Деньги не пахнут, а Konami продолжают крутить лаве. С крупным контентом мы закончили. Что же касаемо чуть меньшего контента, обновили игроков за eFootball Points, добавили Ренана Лоди, Идриса Гуе и Джастина Клюйверта. Опять же, нужны ли они вам? Вопрос риторический уже в 3-й раз. Что еще интересно, если вы зайдете во вкладку своей команды, где вы можете взглянуть на состав, на главного тренера, появилась вкладка с формами, то есть теперь появилась вместительность комплектов форм. Но здесь тоже не все так однозначно, и скорее всего, просто так изменить эти комплекты тоже не получится, то есть вы не сможете поставить стандартный комплект домашней формы от Барселоны и в качестве гостевого какой-нибудь комплект от МЮ. Скорее всего, эти формы можно будет изменить после того, как вы выловите формы из каких-нибудь паков. Например, в последних премиум паках Баварии и МЮ появились ретро-формы, и возможно именно их и можно будет поставить. Может быть, это будет работать не совсем так, но пока складывается именно такое впечатление, потому что никак отредактировать формы мне пока что не удается. Да и стоит признать, что у меня отображается только 3 комплекта, то есть как получать остальные, кроме тех, что присутствуют в премиум паках, неизвестно. Были слухи о том, что может появиться соответствующий магазин, скажем так, с условными скинами в лице этих самых комплектов форм, но скорее всего это было наше заблуждение, и скорее всего под видом этого магазина с формами мы приняли конкретно эту добавленную вкладку с формами для вашей команды. Поэтому здесь все как-то непонятно, и остается только следить за тем, как будут развиваться события. Поэтому, когда я только впервые увидел эту вкладку, я уже было хотел похвалить Konami, но и здесь не все так однозначно, и Konami вновь вставляет палки в колеса. Не знаю, как вы, но я уже давным-давно жду, когда можно будет делать винегрет из комплектов форм и играть в форме не конкретно взятого клуба, а нескольких. Почему бы и нет? Я не говорю про те же самые премиум формы, какие-нибудь особенные формы, просто те же самые стандартные комплекты, которые присутствуют при выборе одной из команд. Почему бы и нет? И по традиции с новым обновлением в базе данных появились новые эпические карты. В частности, в ближайшее время нам стоит ожидать пополнения эпических игроков. Появились игроки от МЮ, Ван Нистелрой, Ирвин, Петер Шмейхель. От Милана появились Неста, Пирло, Инзаги, Дида. Также добавили по парочке игроков от испанских клубов, в частности Христоф Стойчков, Пеп Гвардиола, Ривалдо. От мадридского Реала это Касильяс, Гути и Марьентес. Ну и от Пимонте БН добавили Паула Недведа и Александра Дель Пьера. Ну и закончим этот обзор на том, что Konami продолжает обновлять базу данных и в частности составы команд. То есть игроков они еще не вырезают, но добавляют новых. Таким образом добавили полностью лицензированную турецкую лигу вместе с их актуальными составами и актуальным составом клуба в этом чемпионате. Соответственно, мы дождались Артема Дюбу, который на Артему Дюбу не особо-то и похож. Но, слава богу, сильно его не порезали, и он все еще остается тем же самым 4-звездочным игроком, что уже на самом деле неплохо. Судя по всему, Konami также удалось договориться с бразильскими клубами, и наконец-то появились актуальные составы у некоторых бразильских команд. И таким образом в игре появился наконец-таки Габриэль Барбоса, которого я также хотел заценить еще с самого апрельского обновления, но в игре он появился только сейчас. И на самом деле после этого обновления подобных примеров более чем достаточно, но на момент записи я могу вспомнить и упомянуть только их. Если вам будет что добавить, обязательно делитесь этим в комментариях. В целом, обновление более чем приемлемое. Да, я не упомянул о геймплее, но скорее всего я запишу отдельный ролик, поскольку по заявлению многих игроков он опять же изменился. На момент записи этого видео я еще в игру толком не играл, я по ней пробежался, но геймплей не заценил. Поэтому, чтобы не растягивать все это дело, о геймплее поговорим в следующий раз. Что касаемо добавленного контента, опять же многие будут возмущаться, что не добавили какой-нибудь там режим кооп или карьеры. Да, это конечно все очень-очень плохо, очень-очень обидно, но стоит понимать, что все и сразу вам никто не даст. А то, что нам дали в этом обновлении, более чем неплохо. Поэтому лично я этим обновлением, относительно доволен. Конечно, разработчиков здесь особо не похвалишь, потому что они должны были это добавить еще давным-давно, но радует, что хотя бы сейчас они начали это добавлять. И кто знает, может быть это станет хорошей тенденцией для добавления других режимов. Посмотрим. Ваше же мнение я буду ждать в комментариях под этим роликом. Не забывайте поддерживать его также своими лайками. Обязательно подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые. Подписывайтесь на наши соцсети, где все эти новости появились намного раньше. У меня на сегодня все. Я всех благодарю за просмотр и желаю вам приятной игры и удачи. До скорых встреч!